Приглашаю всех на Boosty, где на моем канале публикуются эксклюзивные видео без рекламы и тормозов. А так как здесь нет вообще никаких ограничений, то вас ждет очень интересный контент различного формата. Подписка стоит символические 100 рублей. Прошу вас поддержать мой новый канал. Ссылка в описании. Всем доброго дня, друзья! После выпусков про 10 самых производительных нейкидов и туристов, кто не смотрел, ссылки будут в описании, сегодня мы с вами рассмотрим и самые мощные туристические эндуро, которые производители выкатили на 2025 год. Самым слабеньким сегодня оказался очень популярный мотоцикл в этом классе Honda CRF 1100L Africa Twin. Он имеет две версии, обычную и Adventure Sports ES, которая отличается от базы высоким стеклом с пятиступенчатой регулировкой высоты, увеличенным с 18 до 24 литров топливным баком и электронной подвеской Showa, ход которой 230 мм спереди и 220 мм сзади. Клиренс 250 мм, высота по седлу 870 мм, снаряженная масса 243 кг, с коробкой DCT 253. Вне зависимости от версии 1082-кубовая рядная двойка выдает 102 лошадиные силы и 112 Нм крутящего момента. По замерам японцев при скорости в 60 км в час на 1 литре японского бензина Африка способна проехать 32 км. Минимальная официальная цена в Японии 1 639 000 йен, это сегодня 11 400 долларов. Версия Adventure Sports ES предлагается уже за 1 947 000 йен или 13 550 долларов. Далее у нас идет турэндуро от компании Suzuki V-Strom 1050, за который в Японии просят 1 705 000 йен или 11 900 долларов, и это естественно базовая дорожная версия. Внедорожная DE стоит уже 1 793 000 йен или 12 500 долларов. 1036-кубовая V-образная двойка, согласно официальному японскому сайту, выдает 106 лошадиных сил и 99 ньютон-метров крутящего момента. При снаряженной массе в 252 кг мотоцикл от 0 до сотни разгоняется около 4 секунд, максимальная скорость 200 км в час. На 1 литре бензина при скорости в 60 км в час V-Strom 1050 проезжает 27 км, бак вмещает 20 литров топлива, высота по седлу 880 мм. Yamaha XT1200Z Super Tenere. Он имеет рядный двухцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения объемом 1199 кубиков, который выдает 112 лошадиных сил и 117 ньютон-метров крутящего момента. Разгон от 0 до сотни около 4 секунд. Максимальная скорость свыше 200 км в час. Средний заявленный расход топлива 5,5 литров на 100 км, что обещает неплохой запас хода при баке объемом 23 литра. Снаряженная масса составляет 261 кг. Ход подвески 190 мм спереди и сзади. Клиренс 205 мм. Высота по седлу регулируется от 845 до 870 мм. В Японии этот турэндуро не продается, а в США за него просят сегодня 16 300 долларов. Moto Guzzi Stelvio, который оснащается компактным 1042-кубовым V-твином жидкостного охлаждения с продольным расположением коленвала. Он выдает 115 лошадиных сил и 105 ньютон-метров крутящего момента, 90% которого уже доступно при 3500 оборотов в минуту. Максимальная скорость 220 км в час. Средний расход топлива заявлен как 5,1 литра на 100 км. В Италии за базовую версию просят минимум 16 500 евро.
Kawasaki Versys 1100. Именно эту модель компания позиционирует как универсального путешественника с возможностью выезда на легкое бездорожье. Мотоцикл в этом году получил новую рядную 1099-кубовую четверку. Она выдает 133 лошадиные силы и 112 ньютон-метров крутящего момента. Снаряженная масса 260 кг. Разгон от 0 до сотни занимает 3,5 секунды. Максимальная скорость 240 км в час. При скорости в 60 км в час на 1 литре бензина Versys 1100 проезжает 26,5 км. Бак вмещает 21 литр. Цена на официальном сайте в Японии, где он стал доступен недавно, 2 миллиона 90 тысяч йен или 14,5 тысяч долларов. BMW R1250 GS Adventure. Его оппозитный 1254-кубовый двигатель выдает 136 лошадиных сил и 143 ньютон-метра крутящего момента. Снаряженная масса составляет 268 кг с учетом 30-литрового бака, который обеспечивает просто сумасшедший запас хода при заявленном расходе топлива в 5,5 литров на 100 км. Здесь, естественно, карданный привод. Ход подвески составляет 210 мм спереди и 220 мм сзади. Высота по седлу 890 мм. Минимальная цена в Германии 19 950 евро. Следом идет флагманский тур-эндуро баварской компании BMW 1300 GS, который имеет две версии. Базовая стоит 19 690 евро, внедорожный Adventure минимум 22 335 евро. Обе они оснащаются 1300-кубовым двухцилиндровым оппозитным двигателем воздушно-жидкостного охлаждения, который выдает 145 лошадиных сил и 149 ньютон-метров крутящего момента. При этом средний расход топлива заявлен в 4,8 литра на 100 км. Максимальная скорость более 200 км в час. Разгон от 0 до сотни занимает около 4 секунд. Снаряженная масса 1300 GS с 19-литровым баком 237 кг. Версия Adventure с 30-литровым баком весит уже 269 кг. Хода подвесок 190 мм спереди и 200 мм сзади у обычной версии и 210 мм спереди и 220 мм сзади у внедорожной. Флагманский британский туристический эндуро имеет 4 версии, но самая внедорожная — это Triumph Tiger 1200 Rally Explorer. Мотоцикл оснащается трехцилиндровым двигателем объемом 1160 кубиков, который выдает 150 лошадиных сил и 130 ньютон-метров крутящего момента. Это делает его самым мощным мотоциклом с карданом в классе. В снаряженном состоянии он весит 261 кг, и это с учетом 30-литрового бака. Подвеска везде имеет ход 220 мм. Высота по седлу регулируется от 870 и до 890 мм. Цена на официальном сайте составляет 19 695 фунтов стерлингов или 26 200 долларов.
вот мы добрались и до тройки самых мощных тур-эндуро в этом году. За Harley-Davidson Pan America в США просят минимум $20 тысяч. Самая дорогая кастомная версия CVO стоит уже $29 250. Сердцем мотоцикла является 1252-кубовый V-Twin Revolution Max с жидкостным охлаждением, который максимально выдает 152 лошадиные силы и 128 Нм крутящего момента. В снаряженном состоянии мотоцикл весит 246 кг, ход подвески 190 мм с обоих концов, клиренс 210 мм, средний заявленный расход топлива 46 миль на галлон, это 5,1 литра на 100 км, бак вмещает 21 литр. Серебро забирает Ducati Multistrada V4. Мотоцикл имеет несколько версий. База стоит 20 тысяч евро. Самая внедорожная версия Rally 27 500 евро. Здесь 1158-кубовая V-образная четверка с клапанами и пружинами вместо десмопривода выдает 170 лошадиных сил и 125 ньютон-метров крутящего момента. В снаряженном состоянии мотоцикл весит 260 кг. Бак вмещает аж 30 литров топлива. Подвеска с обеих концов имеет ход 200 мм, клиренс 230 мм. Ну и лидером в этом году становится новинка KTM 1390 Super Adventure R, который также имеет и версию S-Evo. Мотоцикл оснащается 1350-кубовым V-Twin, который выдает 175 лошадиных сил и 145 ньютон-метров крутящего момента. Снаряженная масса мотоцикла составляет 245 кг. Бак вмещает 23 литра топлива. Средний заявленный расход 6,7 литра на 100 км. Высота сидения регулируется от 847 и до 867 мм. Цена пока не объявлена, но за KTM 1290 Super Adventure сейчас на официальном сайте просят минимум 24 тысячи евро.